Ну, конечно, в Томске присутствие ЮКОСа больше всего заметно в Стрежевом. Там Томскнефть фактически градообразующее предприятие. Я там была в 2006 году на праздновании 40-летия города. И впечатление было такой вот остановки. Это было 3 года после ЮКОСа. Там, конечно, на ЮКОСе многое держалось, и он делал для города то, чего не могло сделать государство, вплоть до социалки. Там люди вспоминали ЮКОС-классы для одаренных детей, единственный и первый единственный, собственно, досуговый центр с интернет-кафе, спорткомплекс, дешевую столовую, в которую весь город ходил, это там все ЮКОС построил. И вообще город строился, а это очень важно, чтобы строился, когда ты живешь посреди тайги и до ближайшего центра цивилизации сотни километров. Вот вплоть до ремонта и современного постельного белья в производственной гостинице. Это, конечно, мелочи, но эти мелочи, они говорят об отношении к людям, что можно уважать людей, даже имея большие деньги и должности. И вот за 4 дня командировки я там не встретила ни одного человека, который бы негативно отзывался о Ходорковском. И это через 3 года после его ареста, после целой кампании пропагандистской на федеральных каналах в стиле «он у всех все украл». Образовательные проекты, вот все эти интернеты для школ, все эти лидерские школы для молодежи. Там ведь людей учили думать прежде всего и жить своим умом. Вот это как раз то, чего сейчас в нашей стране очень сильно не хватает. И он тогда это почувствовал, и он понял, как и где и нужно это развивать. Ходорковский показал пример того, как можно относиться к людям как к людям, а не к какому-то там абстрактному народу, что можно уважать и ценить мозги, что можно делать так, чтобы молодые перспективные люди, которые эти мозги имеют, они чувствовали себя нужными в этой стране. Оказывается, все это можно и здесь было. Вот просто обидно, даже не так, даже досадно, просто за родину обидно, знаете, что вот не поняли и не подхватили, что не оказалось готово наше общество оценить это по достоинству. Ведь если бы хотя бы образовательные проекты сохранили, гораздо больше пользы было бы, чем от всех этих трибунных речей про модернизацию или светлое инновационное будущее. С другой стороны, мы это увидели. Мы увидели, что можно и как можно. И теперь вот хочется верить, что когда-нибудь мы до этого дорастем. И мне кажется, что вот этот пример – это и есть главная заслуга ЮКОСа и Ходорковского. Я о нем думаю, что это довольно хороший человек, грамотный, добрый, мне кажется, вдумчивый. Как мне вот понравились его последние слова, которые были недавно транслированы по нашему телевизору. Ну, немножко, может, я их и скажу, что он сказал, что хорошо там, где нас нет, а где мы, надо всегда стараться, чтобы было хорошо. Я думаю, он старался. Очень много сделал для детей. Именно я имею в виду, что школьникам. У нас ЮКОС-класс был, самых одаренных детей вот отбирали. Очень много для пенсионеров было сделано. Да и вообще город маленько вздохнул, так скажем. А сейчас, кто осуждает, а многие, в общем-то, с сожалением относятся. Жалко, если честно, то жалко, очень жалко. Почему? Раньше у нас был ЮКОС, да, наш город был зависел от ЮКОСа, у нас было намного лучше, чем сейчас. Он приложил немало усилий для развития нашего города и нашей организации Томской нефти. И обеспечил рабочих достойной зарплатой, более-менее социальная программа у него неплохая была. В городе как-то, не знаю, движения больше было, и социальных программ, и строились как-то. Сейчас вообще строительство не видать. Выделения я тоже никаких не ощущаю. Взять же тоже медицинская на больницу. При Ходорковском много оборудования там было нового. Я вообще-то не обижен, он неплохо с нами поступал. А сейчас люди, собственно говоря, не знают, то ли получат зарплату, то ли нет. Ну и как вы думаете, какой вывод сделать? Владислав, вы бизнесмен, довольно давно бизнесом занимаетесь и помните, когда ЮКОС был на территории региона и видели, чем он занимался. Вот как вы оцениваете роль компании ЮКОС в социальной и экономической жизни Томской области? Активное развитие ЮКОСа развивало, на самом деле, регион, куда они входили. Это чувствовалось по тем программам, которые они проводили. Уход,
вход был плавным, постепенным, поэтому, возможно, мы не замечали. Но когда резко ЮКОС ушел, мы четко увидели, да, это дело ЮКОС. И после него образовался вакуум, который не государственная компания, которая стала на ее место, ни какие другие коммерческие структуры ее не заменили. То есть ЮКОС здесь проводил планомерную, системную и ответственную социальную политику, я считаю. То есть присутствуют в регионе и, соответственно, давали какие-то дивиденды для региона. Регион там выиграл. А экономический регион выигрывал? Не знаю, я таких даже сказать. Я думаю, конечно, выигрывал. Потому что были гранты, были различные у нас образования существенно не финансировали, да, то есть, конечно, финансовое влияние однозначно были в регионе. То есть, конечно, тут были большие плюсы, я считаю, что были. Ну вот вы были участником школы публичной политики, слушателем. Вот для вас лично что это давало? Школа публичной политики, она дала несколько вещей. Первое, она показала, на каком уровне можно проводить такие мероприятия. То есть совершенно другой уровень, да, проведения таких мероприятий. Второе, дала другой кругозор. Кругозор, государственный взгляд на многие вещи, которые мы как обыватели иногда оцениваем. И как обыватель, как предприниматель оцениваем совершенно по-другому. На многие позиции мы стали смотреть с точки зрения интересов государства. Не политиков, не систем каких-то политических, а именно государства, его народа, его правительства и так далее. И многие шаги стали понимать уже по-другому. Потому что то, что идет по телевизору с экрана, это несколько другое. А здесь был прямой доступ к тем экспертам, к тем специалистам, которые на масштабах государства и вот на федеральном уровне принимали решения. Принимает, имеет опыт, имеет информацию, которую мы, живя здесь, в регионе, конечно, не знаем. Ну вот лично вы что-то потеряли с тем, когда вот ушел ЮКОС, перестали действовать вот эти социальные программы? Не стало той звездочки, на которую можно было ориентироваться. ЮКОС показывал открытость бизнеса, его темпы роста и правильный менеджмент, на который хотелось равняться. Вот сейчас равняться не на кого, на самом деле. Потому что была та компания, во-первых, это коммерческая структура, не государственная. Во-вторых, она динамично развивалась. И она была впереди планеты всей, имеется в России. Потому что имеет ресурсы, но эти ресурсы эффективно использовались для менеджмента. И можно было брать Мы много что переняли у ЮКОСа, когда он работал, на самом деле. А сейчас опыт взять не у кого. Таких примеров ярких, красивых, действительно открытых нет. Я просто ощущаю, по своим таким ощущениям, для меня образовался вакуум. Почему, наверное, это комплексная, да, оценка? Нет той компании, которая может с гордостью сказать, вот она в регионе работает. Той компании, которая, работая в регионе, и давала какие-то интересные проекты, интересные мероприятия, интересные толчки для развития, точки для отсчета, старт, который можно было здесь начать. Их не стало. И стало как-то скучно, и несколько мы стали жить в провинции. Область стала более провинциальной, потому что таких ярких, сильных компаний здесь не стало.